Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал Изучаем C++ вместе, и сегодня мы начинаем с вами новую книгу Николая Проханенко, и она у нас будет про Qt, Qt 6. Понятия не имею, что такое Qt, но я увидел, что в моей программе обучения, в моей онлайн-школе, самая последняя тема это будет введение в Qt, поэтому так как еще и некоторые зрители моего канала просили эту книгу, поэтому, вообще не эту книгу, но и эту книгу, и просто про Qt. Поэтому я решил, что вот оно самое время перейти к тому, чтобы к профессиональному программированию на Qt. Вот, поэтому сегодня у нас с вами вводное занятие, поговорим о том, что такое Qt, и здесь есть, прям вот введение, да, такое введение, и дойдем до, наверное, первой главы, первые шаги какие-то поделаем, и посмотрим, сколько мы успеем с вами за наши 20-25 минут, как мы обычно это делаем. Вот, поэтому... Как говорится, как всегда, не забываем ставить лайк и подписываться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней мой контент с подпиской посмотрели там 65% зрителей, но я не открывал браузер, так что ладно, поверьте мне на слово, но наш челлендж с вами 70%, поэтому нажали на колокольчик и смотрим новые ролики от начала до конца, получаем удовольствие. Да, сегодня там рабочий стол у меня вместо среды разработки, потому что, потому что так, да. Вот, окей. Ладно, поехали. Узнавать, что такое Qt, зачем оно нужно и с чем это дело кушается. Введение. Добро пожаловать в мир Qt. Qt это популярная библиотека, Qt, я правильно называю вообще, позволяющая создавать приложения с графическим интерфейсом на языке C++. Как сказал Евген, если тебе надоело долбиться в консоль, то Qt это твой выбор. Ладно, окей. Она очень проста, в использовании идеально подходит для разработки приложений практически любой сложности. Библиотека является кроссплатформенной, поэтому мы можем создавать оконные приложения под Windows, Linux, Mac и Mac, а также мобильные приложения под Android, iOS, соответственно. В этой книге мы рассмотрим процесс создания оконных приложений применительно к операционной системе Windows. Для сборки приложений будем пользоваться компилятором MinGB, а для набора кода редактором Qt Creator, входящим в состав библиотеку Qt. Давайте рассмотрим структуру книги. Давайте узнаем, что нас ждет по изучению всей этой книги. Первая глава является вводной. Мы установим необходимое программное обеспечение, настроим среду разработки, скомпилируем и запустим первую программу. Кроме того, вкратце разберемся со структурой программы. Хорошо. В главе 2 мы научимся работать с символами и строками, а также со списками, состоящими из строк. Понятно. В главе 3 рассматривается жизненный цикл окна приложения, создание окна, его отображение, сокрытие и закрытие, сворачивание и разворачивание до максимального размера или во весь экран, отображение окна поверх всех окон, а также возможность блокировки других окон приложения до момента закрытия окна. Мы научимся изменять размер окна, управлять его местоположением на экране, менять значок, заголовки окна и другое. Прекрасно, звучит вкусно. При взаимодействии пользователя с окном происходит событие, в ответ на которые генерируются определенные сигналы, своего рода извещение о том, что пользователь выполнил какое-либо действие или в самой системе возникло некоторое условие. Событие является важнейшей составляющей приложения с графическим интерфейсом, поэтому необходимо знать, как назначить обработчик события, как удалить обработчик, а также уметь правильно обрабатывать события. Обработка событий мы рассмотрим в главе 4. Нос зачесался, видимо, под Qt прямо. Очень много лайков будет. Обычно нос к лайкам чешется. Ладно. Окей, 5 глава полностью посвящена менеджерам компоновки, контейнерам и панелям, позволяющим управлять размещением компоновки внутри окна. В главе 6 рассматриваются основные компоненты пользовательского интерфейса, такие как надписи, кнопки, переключатели, флажки. В Qt имеется широкий выбор компонентов, позволяющих отображать как одномерный список строк в свернутом или развернутом состоянии, так и табличные данные. Кроме того, можно отобразить данные, которые имеют очень сложную структуру, например, иерархическую. Благодаря поддержке концепции модель представления, позволяющей отделить данные от их отображения, одни и те же данные можно отобразить сразу в нескольких компонентах без их дублирования. Списки и таблицы мы рассмотрим в главе 7. Ничего не понятно, но очень интересно. В главе 8 мы научимся работать с графикой и изображениями, вот это интересно. Глава 9 познакомит с графической сценой, позволяющей отображать объекты, например, линию, прямоугольник и другое, и производить с ними различные манипуляции, например, перемещать с помощью мыши, трансформировать и другое. В главе 10 мы научимся создавать различные диалоговые окна, которые предназначены для информирования пользователя, а также для получения данных от пользователя. Хорошо. И, наконец, в главе 11 мы рассмотрим процесс создания SDI и MDI приложений, научимся управлять
главным меню приложения, основным компонентом пользовательского интерфейса, позволяющим компактно поместить множество команд, объединяя их в логические группы. Кроме того, мы научимся создавать панели инструментов и прикрепляемые панели. Ух, тяжело. Для полного понимания материала книги от читателя потребуется знание языка C++. Опа. Чуть-чуть имеем такого, да? Так, чтобы уменьшить размер книги, основная часть кода примеров вынесена в отдельные проекты, которые расположены в электронном архиве. Электронный архив можно загрузить с сервера. Так, это где-то... А у меня, кстати, нет, надо тоже загрузить будет. Надо будет загрузить, ссылочка, как говорится, есть, и в описании она тоже будет, если вам это понадобится. Желаю приятного изучения и надеюсь, что эта книга поможет вам реализовать как самые простые, так и самые сложные приложения. Отлично, хорошо, глава 1, первые шаги. Поехали. Прежде всего, необходимо сделать два замечания. Имя пользователя компьютера должно состоять только из латинских букв, никаких русских букв и пропелов, так как многие программы сохраняют различные настройки, временные файлы в каталог C users имя пользователя. Если имя пользователя содержит русские буквы, то они могут быть искажены до неузнаваемости из-за неправильного преобразования кодировок, и программа не сможет сохранить настройки. Помните, что в разных кодировках русские буквы могут иметь разный код. Разработки программ в основном работают с английским языком, разработчики программ, и ничего не знают о проблемах с кодировками, так как во всех однобайтовых кодировках и в кодировке UTF-8 коды латинских букв одинаковые. Кстати, надо будет про кодировки сделать ролик в плейлисте «Разбор собеседований». Да, давно хочу, надо это сделать. Так что, если хотите без проблем заниматься программированием, от использования русских букв в имени пользователя лучше отказаться. Но у меня хорошо не на русском. А у вас, если что, меняйте имя пользователя, как говорится. Имена каталогов и файлов в пути не должны содержать русских букв и пробелов. Допустим, только латинские буквы, цифры, тире, подчеркивания и некоторые другие символы. С русскими буквами та же проблема, что описано в предыдущем пункте. При наличии пробелов в пути обычно требуется дополнительно заключить путь в кавычки. Если этого не делать, то путь будет обрезан до первого встретившегося пробела. Такая проблема будет возникать при сборке и компиляции программ из командной строки. Соблюдение этих двух простых правил позволит избежать множества проблем в дальнейшем при сборке и компиляции программ сторонних разработчиков. Хорошо. Примечание. Листинги для всех глав книги доступны отдельно. Во-первых, большие листинги в книге не смотрятся, а во-вторых, это позволило уменьшить объем всей книги, так как объем листингов превышает объем книги. Информация о способе получения дополнительных листингов доступна в обложке книги и в приложении. Ага. То есть надо бы еще и листинги тоже докачать, да, посмотреть, если я правильно все понимаю. Ну ладно, посмотрим. Я думаю, здесь пока в начале пути этого ничего нет, поэтому окей. А перед установкой программы создадим следующую структуру каталогов. Book CPP, Project Qt, Lib. Каталоги Book и CPP лучше разместить в корне какого-либо диска. В моем случае это будет диск C, следовательно, пути к содержимому каталога CBook и CCPP. Можно создать каталоги в любом другом месте, но в пути не должно быть русских букв и пробелов, только латинские буквы, цифры, тире и подчеркивания. Остальных символов лучше избегать, если не хотите проблем с компиляцией и запуском программы. Угу. Ну, давайте создадим два каталога. Первый у нас будет называться Book. Второй у нас будет называться CPP, да? Окей, сделано. Так, в каталоге Book мы станем размещать наши тестовые программы. Внутри каталога CPP у нас создан два вложенных каталога Project Qt и Lib. В каталоге Book создадим еще два каталога. Создадим Project Qt и .lib. В смысле, просто lib. И lib. Путь к каталогу мы будем добавлять системную переменную path и будем размещать в нем различные библиотеки, которые потребуются для дальнейших программ. Хорошо. Так. Project. Все правильно. Поехали. Добавление пути в переменную path. Когда мы в командной строке вводим название программы без предварительного указания пути к ней, то сначала поиск программы выполняется в текущем рабочем каталоге. Обычно это каталог, из которого запускается программа, а затем в путях, указанных в системной переменной path. Аналогично выполняется поиск библиотек динамической компоновки при запуске программы с помощью двойного щелчка на значке файла. Но системные каталоги имеют более высокий приоритет, чем каталоги, указанные в переменной path. Пути
системной переменной path просматриваются слева направо до первого нахождения искомого объекта. Так что если в путях расположения несколько объектов с одинаковым именем, мы получим только первый найденный объект. Поэтому, если вдруг запустилась другая программа, то следует либо удалить путь, ведущий к другой программе, либо переместить новый путь в самое начало системной переменной path. Я думаю, вы прочитали всю боль с моего лица. Давайте добавим путь к каталогу ccpp-lib в переменную path. Чтобы изменить системную переменную Windows, переходим в параметры, панель управления, система безопасности, система дополнительных параметров. Пойдем, система и безопасность. Система... Нет такого, да? Ладно, давай через панель управления. Панель управления. Система и безопасность. Где там в крупных значках есть? Система и безопасность. Есть такое. Система и безопасность. Далее у нас система. Система тоже есть. Система. Есть дополнительные параметры. Дополнительные параметры системы. Вот уточки. Дополнительные параметры системы. В результате откроется окно свойства системы. Рисунок 1.1. Да, оно. На вкладке дополнительно. На вкладке дополнительно. Нажимаем кнопку переменные среды. Переменные среды. Хорошо. Переменные среды в открывшемся окне в списке системные переменные. Так, переменные среды, системные переменные. Туточки. В открывшемся окне в списке системные переменные выделяем строку с переменной path. Path. Есть такая. Выделяем строку с переменной path и нажимаем кнопку изменить. Нажимаем кнопку изменить. Добавляем путь к каталогу CPP и сохраняем настройки. Создать. Обзор. System. CPP. Book. CPP-lib. Так, стоп, а что CPP-lib? А нам же нужно было... Я не там создал, что ли? В CPP у нас должно... Так. Так. 1000 извинений, как говорится. Это должно было быть здесь, да? В остальных символах лучше избежать, бла-бла-бла. В каталоге Book мы станем размещать наши тестовые программы внутри каталога CPP. У нас созданы 2 вложенных объекта. Да, вот, все. 1000, как говорится, извинений. А что? Накосячить это как это самое. Easy, как говорится. Так, обзор еще раз, туда-сюда. CPP-lib. Окей. Диск C, CPP-lib, да? Все, вот теперь как будто бы все окей. Добавляем. И нажимаем сохранить изменения. Ок. А где сохранить изменения? Изменить, удалить вверх, изменить текст. Ну, как будто бы добавить, да? Давайте посмотрим. Переменные среды зашли, окей. Path нашли. Path нашли. Добавлять пути в переменную path мы будем несколько раз, поэтому способ изменения значения этой системной переменной нужно знать наизусть. Ну, вроде запомнили, да? Зашли сюда, дополнительные параметры среды, переменные среды. В смысле системы, да? И вот здесь в системных переменных у нас это path. Я, кстати, что-то как-то к ней добавлял. Вот CMake добавлял, git добавлял. Что-то было у меня тут. Опыт работы. Окей. Как будто бы... еще раз проверим. Переменные среды, бла-бла-бла, системные переменные, CPP-lib. 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 CPP-lib у нас или не CPP-lib? CPP-lib. Все. От CPP-lib. Прекрасно. Хорошо, прекрасно, замечательно. Поехали дальше. Что у нас там? Внимание, случайно не удалите существующее значение переменной path, иначе другие приложения перестанут запускаться. Кто сломал компьютер, пишет в комментариях. Ладно, работа с командной строкой. При изучении материала мы часто будем пользоваться с приложением «Командная строка». Вполне возможно, что вы никогда не пользовались командной строкой и не знаете, как запустить это приложение. Давайте рассмотрим некоторые способы его запуска на Windows. Через поиск находим приложение «Командная строка». Внизу нажимаем на лупу и пишем «Командная строка». Есть такое. Вот это вот черное окно. Черное. Далее. Нажимаем комбинацию клавиш Windows плюс R. А тут Skyrim. И, соответственно, в этом окне
пишем cmd и тоже нажимаем ОК, открывается тоже у нас с вами командная строка. Находим файл в каталоге, ну туда не пойду, но поверю, что тоже там это есть. В проводнике щелкаем правой кнопкой мыши на свободное место в списке, удерживаем при этом клавишу Shift и в конкретном меню, ого, в проводнике щелкаем правой кнопкой мыши. В проводнике, в смысле вот здесь что ли? Открыть окно команд. Открыть PowerShell. Ой, действительно, ничего себе, вот этого я не знал. Прикольно. То есть на любом месте, а на рабочем столе можно? Да, можно. На рабочем столе правая кнопка Shift. Подождите, а вот прям только с шифтом? В натуре. О, прикольно. Забавно. Вы поняли, да? Вот несколько способов, как открыть командную строку. Забавно, забавно, замечательно. Хорошо, поехали дальше. В проводнике в адресной строке вводим cmd и нажимаем Enter. Ну да, либо здесь... В проводнике в адресной строке. Подождите, это не здесь, это вот тут вот можно. cmd. Ля как. Уф, прикольно. Ставь лайк, если не знал хотя бы один из способов вызова командной строки. Так, хорошо, в некоторых случаях для выполнения различных команд могут потребоваться права администратора. Чтобы запустить командную строку с правами администратора, через поиск находим приложение «Командная строка», щелкаем на значке правой кнопкой мыши, затем выбираем запуск командной строки. То есть нашли командную строку, нажимали правой кнопкой мыши, я, правда, не вижу, там вы, наверное, не видите. Да, ну, в общем, вот, видели, да? Запуск администратора. И вот тут это все, и хлобысь. От командной строки от имени администратора запустили. Хорошо, заучите способы запуска командной строки наизусть. В дальнейшем мы просто будем говорить запустить командную строку без уточнения, как это сделать. Хорошо. Установка Qt6. Для загрузки библиотеки Qt6 переходим на сайт qt.io. Ну, пойдемте перейдем. Перейдем. Переходим на сайт qt.io и нажимаем кнопку Download. Далее нажимаем кнопку Есть подозрение, что сайт недоступен, да, для нашей великой родины. Так, сейчас одну секунду разберусь с этим делом и вернусь сюда. Так, ну, собственно, да, как и предполагалось, с VPN все работает. Вот, в общем, есть у нас тут сайт. Что мы делаем дальше? Для загрузки Qt переходим на сайт, нажимаем на кнопку Download. Сюда. Или есть другая какая кнопка? Ладно, нажмем сюда. Download Qt для Windows, да? Нажимаем кнопку Go Open Source. Где это увидеть? Open Source to Retreat. Download Open Source. Сюда его. Далее что делаем? На следующей странице нажимаем Download Qt Online Installer. Где это? Вот. Все по инструкции. Ну, соответственно, для Windows. Хлоп. Балдеж. Скачиваем файл и запускаем программу установки. Обратите внимание, для установки библиотеки потребуется активное подключение к сети интернет, еще и с VPN, господа. Так, электронная почта. Пароль. Далее. Ну, вам нужно будет зарегистрироваться. Я частное лицо, не использую для какой-либо компании. Так, 2 галочки. Хорошо. Добро пожаловать в программу установки. Спасибо. Получение информации о последнем обновлении. Получаем. Системные требования для корректной поработы. Вам потребуется операционная система Windows 10. Кстати, полный список поддерживаемых платформ можно посмотреть на сайте. После запуска программы установки отобразится окно Qt
Setup, установка показана на рисунке 1.3. Вводим регистрационные данные или создаем новый аккаунт. Нажимаем далее Next. Если создавался новый аккаунт, то на адрес электронной почты придет письмо со ссылкой, позволяющей подтвердить адрес. Переходим по ссылке, затем возвращаемся к программе установки и нажимаем кнопку Name. В смысле Next. Так, далее что у нас? На следующем шаге рисунок 1.4 устанавливаем флажки. Next, в окне рисунок 1.5. Нажимаем Next. Далее нужно выбрать один из переключателей. Так, давайте смотреть. Эти два мы выбрали, окей. Далее, что у меня она на русском языке, да? Почему она у меня на русском языке? Ну да ладно. Отключить отправку анонимной статистики. Судя по вот этому вот всему, нажимаем далее. Далее у нас CQT Custom Installation. Выборочная установка есть такое. Default, да? Default 6, 3 ТТ. Выборочная установка. Хорошо. Выборочная установка. Далее нам нужно latest release. Архив. Вот это, наверное, да? И... Так. Qt. Вот эта штука нам нужна. 8.1, а здесь 11.1. Это нормально? Нам она нужна? Так, а он пишет о том, что нам нужно выбирать. Ага, пишет. Давайте посмотрим, что он там нам предлагает выбрать. Так, выбираем бла-бла-бла, устанавливаем Custom Installation. Далее у нас с вами устанавливаем флажок Latest Release и нажимаем кнопку Фильтр. Выберите категорию, бла-бла-бла, отфильтровать. Ой. Смотри, как получилось. Получилось неплохо. Нажимаем отфильтровать. Затем в Qt раскрываем список Qt. Вот она здесь есть. Так. Раскрываем список и устанавливаем флажок на min 8.1. Кстати, а здесь теперь у меня нету этого. Или он вот здесь, да? Я не знаю, 8.1 ставить или у нас будут какие-то проблемы, или ставить последний. А 2 можно поставить? 2 поставим. Поставим 2. Так, в разделе Developer and Designer Tools устанавливаем флажки на Qt Creator 4.15. Qt Creator. Где такое? Тяжко. В разделе Developer and Designer. Где это? Developer and Designer. Вот оно здесь есть. Ну Qt, вот, да, я понял. Видимо, как? 4.15. Debugger Support. Вот Debugger Support есть, но версия немножко другая. Надеюсь, работать все будет хорошо. Надеюсь. Надеюсь, умоляю, прошу. Так, далее нажимаем кнопку Next в открывшемся окне, принимаем лицензионное соглашение. Дальше как будто бы все окей, да? А вот здесь у меня стоит флажок. У него не стоит флажок. Latest Release. Немного, видимо, обновилось тут все, да? .4.15. CDB Debugger Support. Нет такого. Это что такое? Может, что-то не то. Вот это надо мне или не надо? Вообще не было сказано, может, не надо, не знаю. В любом случае, если что, потом можно будет, наверное, докачать все это дело, да? Если вдруг что-то пойдет не так, я думаю, здесь докачать проблем не возникнет. Qt. Ну, вот эту штуку установили, ладно. Есть, и следующая версия тоже. В разделе Developer и Tools установлен с флажок. Вот эта штука. Вот эта штука тоже есть. И нажимаем Next. Ну, вроде бы как бы, да? Вроде бы как бы. Все по... Все по рецепту, как говорится, да? Ну ладно, давайте устанавливать, что теперь делать. Qt 6.1. А вообще у него... Не, ну там... Ладно, давайте устанавливать, а там, если что, что-нибудь потом докачаем, видимо.
Так, далее Microsoft, тут надо выбрать, наверное, лицензию, да, Microsoft Software, вот эту вот тему. И я прочитал, конечно, вот, смотрите, прочитал. Окей, next. Далее. Вот у меня чуть-чуть больше получается. Или что? А, нет, это не то. Это то, что у него есть, чего у меня нет. Окей, далее. Программа начнет установки на ваш компьютер. Давай. Ну и все, полетело, да, получается? 1,7, говорит, будет весить. А у меня сколько весит? Всего 400 мегабайт. А у него гиг и 7. Ну, в общем, сейчас установится. Сейчас посмотрим, работает оно или нет. И в следующий раз, если что, просто докачаем, потому что я что, откуда я знаю. В результате библиотека Qt будет установлена в каталог, здесь окей. Как будто бы все в каталоге, можно найти библиотеки, необходимые для работы оконных приложений. Библиотека MinGV будет установлена в каталог Qt Tools. Программу G++, ну, J++exe, предназначенную для компиляции программ, написанных на языке C++, можно найти в каталоге. Но это мы сейчас проверим. Сейчас на все это дело пусть устанавливается, потом как установится, я продолжу все это дело. И так, все это дело установилось. В каталоге, если на последнем маршруте вы установите флажок, то редактор запустится автоматически. Ну, давайте нажмем и посмотрим. Запустится. Запустилось, вот. Кошечка у нас с вами есть, да. Ну, то, что это на русском языке, надо как-то его изменить на английский, чтобы с автором совпадало. Но в любом случае. Так, давайте посмотрим, что там у нас про созданные каталоги. Получается у нас с вами в каталоге CQT. Qt, вот оно Qt. Есть установлен каталог Qt 6.1. Нет такого. Можно найти библиотеки, необходимые работы для оконных приложений. Но dist нет. Tools. О, вот они, да. Наверное, здесь, может, что-то там действительно поменяли в программах, но, в общем, есть у нас 8.1, вот она есть. Есть у нас 11, который мы установили. Библиотека будет установлена в каталог тулсов. Ну, кстати, вот здесь вот в тулсах, кстати, да, смотрите, он говорит, что в тулсах. Наверное, я все-таки что-то не доставил. Qt Creator, вот он есть Qt Creator у нас. Хорошо, в каталог Creator Bin установлен редактор. Creator. Bin установлен редактор. Угу. Ну, в общем, понятно. Как будто бы все установилось. Если вдруг какие-то вопросы потом будут по установке, то всегда можно что-то докачать, я так думаю. Так, хорошо. Пути к каталогам, бла-бла-бла, можно добавить в системную переменную path, однако мы этого делать не станем, чтобы можно было использовать сразу несколько компиляторов. Вместо изменения переменной path на постоянной основе мы будем выполнять изменения в командной строке только для текущего сеанса. Хорошо, продемонстрируем это на примере. Заодно проверим работоспособность компилятора. Запустим командную строку и выполним следующие команды. Давайте запускаем командную строку, как мы это делали уже ранее. Делаем команду переходим в диск T. Далее. Уф. Это все писать сейчас? Так. Set path равно set. Так. Я же где-нибудь накосячу по-любому. Так. Qt. Вообще через tab он должен мне перечислять, да, что там есть. Вот нам нужен был tools. Есть tools, так что нажимайте tab, и он дописывает то, что нам нужно. Min нам нужен вот этот вот. 80, но у нас 32-битный, у него 64. Ну да ладно. И, соответственно, bin. Точка с запятой. Далее еще одна команда, видимо. T. А вот такого у меня нет. Вот я ее и не это самое, да? Или что?
Qt Tools 6.1. Вот этой штуки у меня нет. Видимо, я не установил саму программу, что ли. В каталоге 6, Qt 6.1. Вот нету такого. Qt 6.1. Так. Ну, сейчас пойду разберусь и вернусь и скажу, что, кого и как. Вернулся я в установщик. Я думаю, что все-таки мне вот эту вот штуку надо поставить. Qt 6.6. Сейчас я ее установлю, и недостаточно места на диске. Доступно 19, нужно 46 гигабайт. Непонятно. Ну, 6.1, да, здесь такой нет. Вот здесь 6.2 там были, туда-сюда. 6.1 здесь не было. О, дела. 40 гигабайт. Звучит серьезно. А вот есть Qt 6.7 для dev. Ну-ка, может вот это сколько весит? Нет, 40 гигабайт, говорит, надо. Вроде бы выше в книге было 1,7 гигабайта. Вот он здесь все это дело выбирал. 6.1. Непонятно. Непонятно. Ладно, пойду еще поразбираюсь. Так, ну, непонятно от слова совсем. В любом случае, давайте сейчас попробуем указать еще. Вот здесь вот есть эта папка bin, может быть, он ее хочет все это дело сделать. Если уж не получится, как говорится, на ваш суд комментариев вот это вот все сделал. Хотя я же здесь это не понимаю. Не понимаю, я же здесь ее указал. И в тулсах, ну нету у меня, да, этой папки 6.1. Ну, блин, а что теперь делать? Непонятно. Давайте тогда на этом пока что остановимся. Кто разбирался в QT-шечке, пишите в комментариях, что не так я сделал по ходу и что нужно исправить. Или нужно все-таки качать 40 гигабайт этой программы через VPN. Ну, в общем, пишите в комментариях, что кого не и как. В следующем занятии будем с этим продолжать разбираться. Потому что пока ничего не понятно от слова совсем. И будем уже дальше идти по этой главе. Вот, так что, как говорится, спасибо за просмотр. С тысячей извинений, что вот так вот получилось, ну а что вы хотели. Это вам не код на C++ писать, это что-то новенькое. Поэтому в любом случае не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Я еще это дело, конечно, попробую, погуглю, поищу. Но пока что ничего не понятно. И все в этом духе. Вот. Меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе». Приступили к изучению Qt, но застряли сразу же в начале, потому что обожаю... Ладно, неважно. Люблю качественные инструкции. Вот. Все, спасибо всем большое за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. Надеюсь, разберемся со всем этим. Вот все полезные ссылки найдете в описании. Всем пока.